Если ее не убили 26 числа, то почему она находилась в Буффало? Если ей грозила опасность, почему она не подавала сигнал о помощи? И в конце концов, куда же все-таки пропал автомобиль Лизы? Спустя 7 месяцев после похорон Лизы, друг семьи обнаружил загадочную записку, приклеенную к надгробию убитого подростка. 18 июля 1969 года в семье Рональда и Шейлы Киммел родилась дочь Лиза Мари. Они были на 7-м небе от счастья, но в тот момент они даже и представить не могли, какая судьба ей предначертана. Лизу назвали в честь ее бабушки, которая называла ее маленькая мисс Лиза Мари. Это прозвище прикипит к ней на всю оставшуюся жизнь. Лиза выросла в Биллингсе, штат Монтана, куда вскоре после ее рождения были вынуждены переехать Рон и Шейла, военнослужащий морской пехоты США и региональный менеджер сети ресторанов быстрого питания Эрбис, где уже в 15-летнем возрасте Лиза начала подрабатывать официанткой. После окончания средней школы в 1987 ей предложили стать менеджером ресторана Эрбис, находящегося за 555 миль от дома в Денвере, штат Колорадо. В течение всего времени Лиза и ее мать Шейла проживали в одном жилом комплексе и регулярно возвращались в Биллингс, где проживали Рональд и сестры Лизы. 25 марта 1988 года, где-то после 16:30, маленькая мисс решила в очередной раз поехать в свой родной Биллингс, чтобы навестить родителей и сестер, сделав им сюрприз. Она планировала впервые познакомить их со своим парнем и очень хотела, чтобы он познакомился с ними. Ее маршрут лежал в 8 часах езды прямо на север, проходя через весь штат Вайоминг. Лиза планировала сделать остановку в Коде, чтобы забрать Эда Джароха. Она ехала на своей черной Honda CRX 1988 года с персональными номерными знаками «Маленькая мисс». Лиза должна была добраться до дома Эда и прибыть в Биллингс поздней ночью. Но, к сожалению, она исчезла, так и не добравшись к Эду. Последним, кто ее видел до исчезновения, был офицер дорожного патруля, который остановил Лизу около начала 10-го за превышение скорости на 25-й автомагистрали в Дугласе, штат Вайоминг. Okay, Miss Kimmel, I had you on my radar back there at 88 miles an hour. Is there any particular reason for your speed? I'm trying to hurry to Billings. I've got a friend who's going in for surgery. При попытке оплатить штраф офицер сопровождал Киммел до банкомата, но на месте выяснилось, что ее карта не работает. Офицер разрешил Лизе отправить чек об оплате в полицейский участок, как только она доберется в Биллингс. Также было одно неподтвержденное свидетельство того, что Лиза была замечена в продуктовом магазине Каспера примерно в 22:00 той ночью. 26 марта начались поиски пропавшего подростка. Полиция вместе с волонтерскими отрядами прочесывала местность, а Рон проехал весь Вайоминг, раздавая объявления о пропавшей дочери. У них есть плакаты в каждом магазине между Биллингсом и Дугласом, говорил офицер полиции прессе. Шейла тем временем искала дочь при помощи средств массовой информации. Также она наняла частного детектива, надеясь на помощь в поисках дочери. С каждым днем поисков Лизы шансов найти ее невредимой становилось все меньше. Спустя 7 дней ни Лизы, ни следов ее автомобиля обнаружено не было. В конечном итоге поиски завершились трагически. As the week went on, we realized the gravity of the situation. Wasn't as we hoped. We still needed to find her. 2 апреля 1988 года Грег Брэдфорд, прогуливаясь вдоль реки Норд-Плат в Каспере, обнаружил частично обнаженное тело, плавающее в воде недалеко от 220-го шоссе. Самые худшие ожидания подтвердились. Это действительно была Лиза Мари Киммел. Позднее Шейла Киммел напишет в книге «Убийство маленькой мисс», каково было узнать то, что Лиза Мари
найдена. Через 8 дней после ее исчезновения случился наш худший кошмар. Тело Лизы рано утром в субботу 2 апреля 1988 года было найдено. Ее убили и сбросили тело со старого моста в холодную реку. Девушка была зверски убита. По заключению судмедэкспертов, вскрытие показало, что перед убийством ее избивали, связывали и насиловали. На теле Лизы были найдены 6 ножевых ранений в грудь и живот, нанесенных особым способом. На мосту, находящемся от места обнаружения тела в 400 метрах, были найдены следы крови Лизы, а причиной смерти стал удар тупым предметом по голове. Свидетели, проживающие возле моста, сообщили, что видели машину рано утром в субботу 26 марта. Это и другие доказательства позволили установить, что Лиза была убита ранним утром 26 марта, примерно через 5-6 часов после того, как ее оштрафовали за превышение скорости. Кровь Лизы, найденная на старом мосту, наталкивала полицию на версию о том, что убийца местный житель, поскольку в большинстве случаев именно они используют этот проезд. Но несмотря на то, что дело Лизы Мари было показано в региональных телеэфирах, никаких улик найдено не было. В течение нескольких недель после телепередачи поступали сообщения о сотнях случаев появления Лизы и ее автомобиля. Случайные свидетели сообщали, что видели Лизу с неизвестным мужчиной, но ни одно из этих сообщений не было похоже на другое. Лизу видели в разных местах страны, за рулем или даже пьющей кофе на заправке. Жена шерифа округа Буффало сообщила, что видела Лизу в розовом свитере. Она вспомнила, что около 12 часов дня 26 марта перед ней ехала Лиза на своей машине. Она была уверена, что ехала за машиной с номерным знаком «Маленькая мисс», штат Монтана. Через 2 часа после того, как жена шерифа видела Лизу, другой очевидец также видел ее в Буффало. В этот раз с ней был загадочный светловолосый мужчина. Кассир на заправке видела, как Лиза подъехала на своем автомобиле. Она заметила примечательный номерной знак «Маленькая мисс». Внутри были двое – Лиза и неопознанный мужчина. Когда она посмотрела через несколько минут, то машины уже не было на месте. Рон и Шейла не верили, что у Лизы был розовый свитер. Кроме того, патрульный, выписывающий штраф, был уверен, что на ней была одета черно-белая одежда. Рональд Киммел даже арендовал небольшой частный самолет, чтобы попытаться обнаружить автомобиль Лизы, но все его попытки оказались тщетными. Если эти наблюдения были точны, а Лиза в тот момент была уже мертва, как предполагала полиция, кто же эта женщина, которую видели за рулем Хонды? Если ее не убили 26 числа, то почему она находилась в Буффало? И если ей грозила опасность, почему она не подавала сигнал о помощи? И в конце концов, куда же все-таки пропал автомобиль Лизы? Спустя 7 месяцев после похорон Лизы, друг семьи обнаружил загадочную записку, приклеенную к надгробию убитого подростка. Записка гласила: «Нет слов, чтобы выразить, как сильно по тебе скучаю. Боль никуда не уходит, без тебя так тяжело. Ты всегда будешь жива во мне. Твоя смерть – моя болезненная потеря, но сладкое приобретение небес. С любовью, Стрингфеллоу Хоук». Имя, кем была подписана записка, принадлежало персонажу из телесериала Air Wolf о душевном пилоте, который использует секретный вертолет для поиска пропавшего брата. Полиция подозревала, что к этому убийству мог быть причастен тот мужчина, которого видели в машине с номерами «Маленькая мисс», но из-за сильного различия описаний создать фоторобот так и не удалось. Один свидетель утверждал, что видел мужчину маленького роста и весом примерно 65 килограмм, с темными волосами и больше
ему ничего не удалось разглядеть. Разрабатывалась версия, что убийство Киммел было частью серии убийств, известных как убийство в большом бассейне. Большинство исчезнувших жертв были найдены убитыми в реках. Из-за небольшого количества зацепок дело в конечном итоге зашло в тупик. Полиция изо всех сил пыталась собрать сведения и информацию по делу Лизы Мари Киммел. Дон Фликинджер, принимавший участие в раскрытии дела маленькой мисс, лично побывал в Техасе, Неваде и даже на Аляске в поисках убийцы. Он потратил 6 лет на сборы образцов ДНК у сотен людей. В конечном итоге ни одна из версий не подтвердилась, в результате чего дело было заброшенным в течение 14 лет. Летом 2002 полиции вновь удалось выйти на след убийцы. За прошедшее десятилетие судебная медицина значительно шагнула вперед в развитии. Следователи, расследующие нераскрытые дела, наткнувшись на дело Лизы, разработали ДНК-профиль убийцы, обнаруженной семенной жидкости на теле 18-летней Лизы Киммел. Сравнив профиль ДНК убийцы с базой данных Кодис, было обнаружено совпадение с уже отбывающим срок за хранение оружия Дейлом Итаном из Монеты, штат Вайоминг. Профиль ДНК Дейла был добавлен в базу данных Кодис в 1997 году, после того, как он был арестован за похищение семьи Бриден. Во время ареста за это похищение Дейлу удалось сбежать, но спустя неделю он был пойман. На тот момент при нем находилось оружие, что переквалифицировало его преступление до федерального уровня. Дейл Итан был помещен в федеральную тюрьму, где ему и пришлось сдать образец ДНК. При опросе соседи Дейла отметили, что примерно во время убийства Лизы Киммел он рыл большую яму на своем участке в Монете, в 120 километрах к западу от места убийства. My husband asked him, he said, "What are you digging, Dale?" And he said, "I'm digging a well." And he said, "Well, man, you're crazy. You can't dig a well out here. We have to go down almost 300 foot to get water." Проведя раскопки на участке между двумя передвижными домами на глубине 2,5 метров, была обнаружена Honda CRX с именным номерным знаком «Маленькая мисс», принадлежавшая Лизе Киммел. Достав автомобиль, следователи обнаружили, что на нем отсутствуют шины, переднее сиденье, коробка передач и магнитола. Никаких личных вещей Лизы, кроме номерного знака, найдено не было. Эксперт по почерку Джим Брос, сравнивший почерк Дейла с запиской, сделал заключение, что она была написана одним и тем же человеком. На основании доказательств ДНК, записки, номерного знака, показаний свидетелей и окончательного признания Дейла Итана было установлено, что Лиза согласилась его подвезти, но попыталась выгнать его из автомобиля сразу после того, как Дейл стал к ней домогаться. Угрожая пистолетом, Дейл связал Лизу и завладел автомобилем. Перегнав автомобиль к себе на участок, Дейл запер Лизу в сарае, где избивал и насиловал. В апреле 2003 года Дейлу было предъявлено 8 обвинений по делу убийства Лизы Киммел, включая умышленное убийство первой степени, похищение и ограбление при отягчающих обстоятельствах, сексуальное насилие первой и второй степени. Дейла признали виновным по всем пунктам обвинения, приговорив к смертной казни 20 марта 2004 года. На момент объявления приговора душегуб не проявлял никаких эмоций, но позже попытался обжаловать приговор и проиграл. Имущество Дейла Итана было передано семье Лизы, после чего здания, которыми он владел, были сожжены дотла 18 июля 2005 года, в день, когда маленькой мисс исполнилось бы 36 лет. Дейла вновь планировали казнить в феврале 2010,
но он умолял об отсрочке исполнения приговора и получил ее в декабре 2009, когда сторона обвинения вновь добивалась смертного приговора для душегуба. Дейл Итан был приговорен к пожизненному заключению без права досрочного освобождения в 2021 году. Дейл жив, ему 81 год, и все это время он находится в камере для смертников. Лиза Киммел отчаянно боролась за свою жизнь в течение 6 суток, но душегуб Дейл Итан отнял ее маленькой мисс, которая только-только начинала свой путь.